Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы узнать, какая основная цель Конгресса? Цель любого конгресса – это сделать так, чтобы как можно глубже мы научно осмыслили предмет нашего разговора. А предметом нашего разговора является Лев Толстой. Могу сказать, что Толстой при жизни был запрещаем в годы советской власти, его можно было читать отсюда и досюда. И сегодня Толстой тоже не ко двору в силу того, что опять обозначились эти злополучные углы между Толстым и православной церковью, а, как вы знаете, наша официальная идеология очень смыкается сейчас с православной, и поэтому Толстому, конечно, не очень комфортно в современной России. А не очень комфортно потому, что, видимо, Толстой все-таки тот гений, который строго смотрит на нашу жизнь, и у него очень высокая нравственная мерка. Мерка и к политикам, к властям, мерка и к философам, мерка и к простым людям. И вообще Толстой ставит такие проблемы, которые заглядывают вглубь, в совесть нашу. Вот, и не случайно одно из самых ключевых слов Толстого – это слово «стыдно». У него есть такая статья «Не стыдно делать гадость, не стыдно грабить бедных, не стыдно, скажем, обманывать народ массово, не стыдно совершать какие-то другие преступления». И он как-то сказал, что я знаю, что спасет человечество спасет стыд. Так вот, для Конгресса, на котором сейчас собрались довольно сильные специалисты в области философии, религиоведения, литературоведения, искусствознания, Конгресс призван поставить проблему Толстого сегодня несколько иначе, чем она стояла раньше. Я, например, глубоко убежден, чем скорее мы решим проблему Толстой и церковь, и решим ее грамотно, решим ее тактично, решим ее во благо России, тем, я думаю, скорее мы обретем и нашу национальную идею. Это замечательный международный конгресс, он идет в течение 5 дней. Приурочен он к столетию смерти Льва Николаевича Толстого. Очень значительная дата. Дело не в том, чтобы отмечать смерть этого великого человека, а в том, чтобы задуматься о том, как мы прожили эти 100 лет без Толстого. Потому что когда Толстой умер в 1910 году, для всего человечества было абсолютно ясно, что история разделилась как бы надвое. Вот жизнь при Толстом и жизнь после Толстого. Томас Манн, например, писал, что если бы Толстой был жив, то, возможно, не было бы Первой мировой войны. Это, конечно, спорная мысль, потому что Толстой, скажем, не смог остановить русско-японскую войну или начало Первой русской революции, но, учитывая все-таки влияние Толстого на мировое общественное мнение тогда, можно предполагать, что действительно история как-то бы по-другому, может быть, развивалась, если бы Толстой прожил дольше. И вот мне кажется, что смысл этой конференции, которая началась в Туле, затем продолжалась на станции Лев Толстой, бывшая Остапова, где был открыт культурно-просветительский центр, затем снова продолжилась в Туле, вот теперь переехала в Москву, это осмыслить вот глобальное значение Толстого для истории, для человечества. Поэтому темы докладов, они очень разные, но они пересекаются именно в том плане, что мы осмысляем позднее наследие Толстого, Толстого философа, Толстого педагога, Толстого религиозного проповедника. Оно очень спорное, оно до сих пор вызывает споры, но именно этим оно и замечательно. Расскажите, какие мероприятия, может быть, культурные, ну, либо научные, проходили помимо Конгресса вот, в годовщину смерти Толстого? Ну, была конференция в Ясной Поляне в сентябре этого года. Затем 22 числа в доме Пашкова был торжественный вечер памяти Льва Николаевича Толстого, где первое слово держал министр культуры Александр Авдеев, затем выступали известный очень критик Лев Анинский, писатель Алексей Варламов, потом очень известный британский писатель, искусствовед Ян Пирс, автор книги о Толстом, который приехал сюда специально выступить в доме Пашкова.
Ну, вышло несколько книг, ну, моя книга, в частности, Лев Толстой «Бегство из рая». Вышла книга отца Георгия Ореханова «Русская православная церковь» и Лев Толстой. Потом в издательстве «Порог» стараниями Государственного музея Толстого вышла такая очень интересная книга-альбом, куда вошли Крейцерова соната Толстого, повесть Софьи Андреевны Толстой. Не все знают, что она была тоже писательницей незаурядной. Это такой полемический ответ на повесть своего мужа, она называется «Чья вина?». Также туда вошла ее повесть «Песни без слов» и повесть их сына Льва Львовича Толстого, он тоже был писателем. И это тоже полемический ответ на Крейцерову сонату. Вот интересно, это как бы семья спорила с отцом, с мужем на таком художественном уровне. Повесть Льва Львовича называется «Прелюдия Шопена». Кроме того, я знаю, я еще не видел эту книгу, но я знаю, что она вышла. Институт русской литературы «Пушкинский дом» выпустил том, в который вошли статьи, которые печатали русские газеты во время ухода Толстого. Это совершенно потрясающая вещь, потому что уход Толстого всесторонне освещался в газетах. И на станции Остапова ну, просто огромное количество было корреспондентов. Говорят, что появилось 2 телеграфа сразу. Ну, 2 телеграфа я не знаю. Я знаю, что станционный телеграф, он работал круглосуточно, безостановочно. В 20-е годы вышла такая книга «Остаповские телеграммы», совершенно потрясающая, где они были собраны и изданы, эти комментарии. Это вот такая живая хроника того, что происходило в Остапове. Вот. А здесь, в этой книге, я говорю, еще не видел, просто знаю, что она вышла. Мне сказал об этом Всеволод Евгеньевич Багно, директор Пушкинского дома. Вот там собраны статьи в газетах, освещавшие уход Толстого. Потому что телеграмма – это как бы сырье, которое поступало в газеты, а там уже статьи. И я думаю, что это безумно интересно. Так что, в общем, мероприятий много, вышли книги, и когда говорят, ну, иногда у нас так говорят, что вот в Европе шире отмечают столетие смерти Толстого, чем в России, это не совсем верно. Просто, может быть, у европейцев это как-то более гармонично, скажем так, поставлено. В России все делается в последний момент, но мероприятий много и книги выходят.